Вот читаю я ваши отзывы, что положительные, что отрицательные, в особенности ваши теории, о чем на самом деле был Березовый пляж, и все больше убеждаюсь, что без пояснительной бригады тут не обойтись. Было бы здорово уйти в закат, как Крис Нолан или Ларс фон Триер, ничего не объясняя, оставить вас фориться с мыслями наедине, но я не той величественной фигура, чтобы мне такое простили. В моем случае аудитория просто пожмет плечами и разойдется, как это было с Павленским и его яйцами, прибитыми к брусчатке Красной площади. Поэтому сегодня я раскрываю все карты. К написанию скрипта вагины коммунизма я подходил очень цинично. Я понимал, что у меня нет права на ошибку, и что сейчас тонны самопальных короткометражек, среди которых можно утонуть на раз-два. Поэтому я разрабатывал сюжет с учетом клипового мышления современного зрителя, который привык к шортсам, который скипает ролики, если они идут от получаса, который не дает тебе шансов, если ты не даришь ему дофамин ежеминутно. Именно поэтому у вагины коммунизма такое дерганое повествование. Некоторые умники, привыкшие к стандартному развитию фабулы, возмущаются, что фильм, дескать, нарушает эти правила. И все потому, что я неуч, которому стоило бы для начала выучиться на режиссера. Друзья, я знаю, как выглядит стандартная фабула, но никому она сейчас не всралась, когда у большинства расстройство концентрации внимания. Снял бы я так, как вы мне советуете, и вы бы про фильм мой даже не узнали. Всегда ведь проще обосрать авторское решение, вместо того, чтобы задаться вопросом, а чем же оно было вызвано? А вдруг за этим стоит рациональное зерно, которое осталось где-то там скрытым за кулисой? По итогу, кто бы чего не ворчал, но мой подход себя оправдал. Фильм привлек внимание, и поэтому я решил, что раз внимание уже есть, то следующий можно сделать более художественным. И что я получил? Хуева хуйня! Расхуяривай нахуй! Половина бросает смотреть, не дойдя и до середины, хотя большинство триллеров с их затянутой и нудной завязкой сделаны по точно той же схеме. Но в конце все равно происходит некая развязка. Катарсис, разгадка, дофаминовая награда. Для своего зрителя я уготовил аж сразу две развязки, два сюжетных поворота, которые начинаются во второй половине. Но я не учел, что сработать как дофаминовая награда они могут только при одном условии, что первая половина смотрелась внимательно, и что каждое слово героев улавливалось и моталось на ус. А вы помните, что я говорил минуту назад про клиповое мышление? Или уже забыли? Ладно, я не пытаюсь выставить вас дураками. Я скорее объясняю нынешнюю специфику отношений между зрителем и создателем контента. Чтобы было высокое удержание внимания, автору необходимо держать руку на пульсе не только зрителя, но и всего общества в целом. И если потребуется, ставить это в больший приоритет, чем законы классиков и нравоучения в театральных вузах. Вот и сейчас я держу руку на вашем пульсе и чувствую, что мне лучше разжевать все на пальцах, какие именно смыслы я закладывал в Березовый пляж. Итак, думаю, даже самые невнимательные из вас догадались, что в фильме несколько слоев реальности, как в фильме «Внедрение» от Криса Нолана. Но если во внедрении речь исключительно про сны внутри сна, то у меня все несколько посложнее. Каждый слой реальности в Березовом пляже имеет собственную мотивацию и собственную механику, отличающуюся от соседних слоев. Самая глубокая часть этой матрешки – пляж. Это виртуальная реальность с уклоном в жанр для взрослых. Девушка здесь полностью цифровая, а мужик – пользователь VR-очков и тактильных перчаток. Далее следующий уровень, который над пляжем. Это лаборатория, в которой проводят эксперименты над виртуальной реальностью. В качестве подопытного ученые взяли добровольца, подписавшего отказ от тела. Дело в том, что в ином случае ему грозила смертная казнь по обвинению в изнасиловании и убийстве. Сам подопытный это обвинение меланхолично отрицает, но жить ему все же хочется, поэтому он решил отсрочить свою смерть, ухватившись за предложение ученых. Цель ученых –
изучить предел возможностей человеческих нервов, чтобы создать суперреалистичные тактильные перчатки виртуальной реальности, которые бы внушали пользователю чувства, как от настоящих титечек. Но подопытный стопорит разработку, то ли придуриваясь, то ли реально давая понять, что технология кривая не работает как надо. В конце концов оказалось, что все-таки придуривается и выжидает момент для изнасилования девушки-ученой, по подобию которой и была создана цифровая русалка с пляжа. Сама же девушка-оригинал представляет собой сжатый комок противоречий. С одной стороны, ее раздражает мужское внимание, ей повсюду мерещатся подтексты и намеки на близость. Где-то не мерещится, конечно. Но при всем этом она убивается тем, что станет лицом продукта 18+. Ей льстит, что она станет иконой для дрочеров. В сцене у зеркала я попытался лаконично и с юморком визуализировать всю ее противоречивую сущность. И вот наступает день слепого эксперимента, который должен поставить точку в вопросе с исправностью тактильных перчаток. Суть эксперимента сводилась к эффекту плацебо. Подопытного не предупреждали, что в испытательную комнату вошел живой прототип цифровой русалки. На девушку нацеплены датчики движения, чтобы виртуальный двойник ее полностью копировал. Все идет своим чередом, как и всегда. И все ждут, когда подопытный пощупает берегиню. И если он снова пожалуется, что ничего не чувствует, хотя его рука будет сжимать реальную задницу, значит у него проблемы с головой, и перчатки тут ни при чем. А дальше вы все видели сами. Девушка отважно подставляет свой зад, а мужчина сбрасывает с себя маску, в прямом и переносном смысле, и толкает свою речь о том, какой он грязный, маньяк, и как он вынашивал свою гнусную идею. И тут оказывается, что все эти люди, все эти комнаты и лаборатории, все это не настоящее, цифровая симуляция, которая была смоделирована в отделе виртуально-судебной экспертизы. Цель экспертизы – это моделировать на компьютере ситуацию, в которой пытаются спровоцировать преступные наклонности у людей, точнее у их скопированных виртуальных двойников, если в реальной жизни доказать наличие этих наклонностей возможности нету. То есть, говоря простым языком, есть девушка, потерпевшая, жертва, и по ее подобию рисует модельку с увеличенной грудью, чтобы усилить провокацию. И есть подозреваемый, с которого тоже срисовали модельку и засунули в эти обстоятельства, чтобы посмотреть, будет он приставать или нет. Но с достоверностью виртуальной копии этого мужика есть нюансы. Как видите, обвиняемый в суде выглядит как божий одуванчик. Малолетка выходит к трибуне и дает показания, одновременно с которыми мы видим картину, как все было на самом деле. И слова с картинкой откровенно не сходятся. На этом я делал особый акцент. И сам мужик делает совершенно нейтральный жест в ее сторону, чтобы разрядить обстановку. Никаких пошлых мыслей у него нет. Я это показал настолько, насколько смог. Но, разумеется, никто не стал копаться в рассказе малолетки. Обвиняемого сразу направили на виртуальную судебную экспертизу, где он прошел тест с предвзятыми и стереотипными вопросами, где любой ответ вел к очень негативному результату. Вы видите женщину, она без сознания. Ваши действия, в округе никого нет. А. Вы ее изнасилуете. Б. Вы не сможете, потому что страдаете эректильной дисфункцией. С. Вам она не нравится, она не в вашем вкусе. Д. Вы побоитесь наказания. И что здесь не так? По итогу на основе этого говнотеста был сформирован карикатурный психопортрет типичного, я бы сказал, хрестоматийного маньячеллы с гомерическим смехом, который не имел ничего общего с задержанным мужчиной. Но кого это волнует, если... Тест составлялся лучшими психологами в области криминалистики и одобрен госстандартом. Разумеется, что сама нейросетка, как подумали некоторые зрители, тут не при чем. Какие вводные данные в нее вбили, то она и показала на рендере. Если по вводным данным у подозреваемого полный набор характеристик Чикатило, то, разумеется, глупо ожидать, что симулированный сценарий «Березовый пляж» завершится нежным поцелуем в ушко.
Ну побаловались тетки в отделе экспертизы и ладно. Разве никто из вас не баловался в игре Sims, а? Вот только вся эта медвежья грация со стороны Лучше психологи. обернулась реальным приговором. Заметьте, что судья и сам суд похожи на фарс, и ключевые фигуры в нем ведут себя непрофессионально. Кричат, истерят, ногти красят не по дресс-коду. Думаете, это мое упущение? Нет, так задумано специально, чтобы внимательные зрители усомнились и здесь. Чего только стоит длинноволосый парень среди присяжных, который мелькал и внутри самой симуляции, чего по логике вещей быть не должно. Притом он не просто мелькал, а буквально был в нескольких местах одновременно. И никто не обращал на него внимания из ученых. Ошибка режиссера? Забыл сказать, где надо стоять актеру? А вот и нет. Этот чувачок со скучающей физиономией – это главная фигура всего сюжета. А весь судебный процесс – это сон женщины, никак не связанной с судебной системой. Так что нет, это не проверка на профессиональные качества перед допущением к работе. Оказывается, что она была на процедуре так называемой нейроаналитики. Специалист, вот этот самый чувачок с флегматичным лицом, погружает пациента в диагностический сон, где стимулирует у него либо кошмары, либо кайфовые сны, в зависимости от болезни, которую нужно проверить. Конкретно эту женщину погрузили в кайфовый сон, чтобы оценить, насколько у нее исказится мир, и как именно он будет пытаться подстроиться под ее хотелки. Это визуализировало все ее отклонения, даже самые тщательно скрываемые, которые не вызнать при обычных методах обследования. Вот вы просто представьте, когда наглядно, без попыток как-то разговорить вас, не по вашим рассказам и по каким-то еще там косвенным признакам, а напрямую просто прям заглядывают вам в башку и видят вашу личную, вашу больную утопию. У кого-то это будет очередной остров Эпштейна, у кого-то наоборот, весь женский пол вымер, ходят только роботы и куклы с искусственной маткой. У кого-то монархия воцарилась там во всем мире. У кого-то рептилоиды прилетели и начали диктовать новые правила. Короче, все влажные фантазии этой женщины, как она приговаривает мужчин просто за косой взгляд, все они были представлены доктору Моторучкину как на ладони. По итогу, после увиденного, он впаял женщине диагноз, и ее закрыли в дурку. А дальше идет реклама его клиники, где я сильно зашакалил качество просто потому, что хотел скрыть следы генеративной нейросетки. Изначально вместо деда был вот этот парень, такой вот живописный, с такими живописно развивающимися волосами, но по итогу я решил, что это будет нелогично, если в реальной жизни он выглядит так же эпично, как и в своем сне. А вот дед, которому снится, что он толкает речь перед войском, что он полководец, за которым снисходительно наблюдает замаскировавшийся под соратником Моторучкин, это гораздо лучше вписывается в специфику нейроаналитики. Некоторые критики жалуются, что у персонажей в этой истории нет развития, нет закрытых арок. Но я вновь повторю, что стандартная классическая схема с развитием и закрытием арок уместна только в стандартных и классических историях, которые идут линейно, в рамках одной реальности. А здесь куча реальностей, куча слоев, в которых реальны только женщина, возомнившая себя судьей, и доктор Моторучкин. А все остальные просто боты, программы или проекции ее подсознания, которые поддакивают ее ожиданиям. О каких арках тут может идти речь? Зачем вы пытаетесь натянуть сову на глобус? Это все равно, что исходить на говно, когда в каком-нибудь хите в жанре тектоник забыли добавить золотую секвенцию. Да, можно докопаться до девушки в лаборатории, что она была слишком сложной личностью для бота. Но учитывая, что сама симуляция была как бы частью сна женщины-судьи, то можно сказать, что эта девушка является воплощением самой судьи и ее отношения к мужскому полу. Зритель видит противоречивость ее мировоззрения, но сама героиня за собой этого не замечает.
По ее мнению, никаких проблем с головой у нее нет. В общем, этот фильм стоит рассматривать не как драму со сложными личностями, а как научно-фантастический концепт. Подумайте о его потенциале. «Березовый пляж» можно рассматривать как пилотную серию к сериалу. И каждая серия – это будет своя история со своим пациентом. И знаете, сколько самых разных интересных тем можно обсосать через эту концепцию? Это непаханное поле возможностей, особенно для попаданцев, которые так популярны сейчас на самиздатах тех же. Что угодно, любая сфера деятельности, любая эпоха, про политику, там, про НЛО, каменный век или стимпанк какой-нибудь с дирижаблями. Бесконечные возможности. Ведь Моторучкин, он путешествует по снам. И все это залезая в голову к современным людям, которые среди нас, которые ведут свои блоги в ТикТоке, над которыми мы угораем. У каждого свои черти, и всех этих чертей можно будет экранизировать во всей красе. Надеюсь, теперь «Березовый пляж» вам стал понятней. И да, изначально рассказ 7-летней давности назывался просто «Затерянный пляж». Но я погуглил разные комбинации слов и выбрал именно «березовый». Просто потому, что эта комбинация не выдавала результатов в поисковике. Я хотел таким образом повысить релевантность названия. Вот и все. Иногда, правда, оказывается скучнее ваших догадок. Напоминаю, что сейчас я активно готовлюсь к съемкам сериала «Освобожденные от шлака» по своей книге «Железо». О чем эта история и какая нужна земля и все остальные подробности есть в недавнем видео, ссылку на которую я оставлю в описании. Сразу успокою тех, кто боится, что сериал про нищую общину будет таким же, как и «Березовый пляж». Волноваться не о чем. Это линейная история, очень приземленная и без капли фантастики. Персонажи все живые, продуманные, с врезающимися в память сюжетными арками. Кринжа там можно будет наваливать буквально в каждой сцене. И кринжа в хорошем смысле. Очень похожего на тот, что было в генокоммунизме. Только если в фильме про куклу я был скован 50 минутами хронометража, поэтому очень поверхностно раскрыл онлифанчицу, айтишника, гаражного мужика, то в «Освобожденных от шлака» у меня будет куча времени, чтобы каждого героя раскрыть во всей красе. У книги довольно высокие оценки критиков и моих коллег по цеху. Это самая зрелая из моих работ, которую я делал на пике своего писательского скилла. Так что давайте в этот раз не проебываться. Не будем кидать меня одного, как это было с 2 предыдущими фильмами на этапе предпродакшена и съемок. Давайте постараемся в этот раз. Прям коллективно постараемся, чтобы потом мне не приходилось оправдываться, почему булавки в стенах, почему камера трясется и почему все так дешево выглядит и звучит. Добавляйтесь в мою группу Telegram, пишите в личку, если угодно. И не забывайте про донаты на поддержание штанов. Всем пока.